Мгм. Раз, два, три. Всем привет! Всем привет! Я вижу, что я вышла в чат. С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. Сейчас без 3 минут, поэтому если вы смотрите нашу трансляцию в записи, то ровно на 3-2 минуты можете спокойно перемотать, да, данное видео, потому что обрезать я его не буду. У нас есть немножко времени для того, чтобы сделать такую заставочку, да. Это прямой эфир, у нас с вами онлайн-агентство по недвижимости в Испании. Это тот формат, когда мы с вами собираемся здесь у меня и разбираем ваши вопросы, которые вы прислали мне за неделю до начала эфира. Каждый вторник в 12 часов. Поэтому онлайн-агентство открыто, да, вам не нужно покупать билеты, снимать в аренду отели. Добро пожаловать. Вот, заходите, задавайте, пишите. Чат у вас есть, то есть чат у вас справа или с левой стороны. В моем случае он справа. Я его ставлю в отдельное окошко для того, чтобы видеть ваши вопросы, если они у вас возникают. Так как на этой неделе вопросов было немного, я для вас подготовила второй модуль по гид по недвижимости в Испании. В свое время, изучая испанский язык, я работала гидом, то, что училась днем, а на каникулах занималась как раз вот, возила людей по Андалусии, делала экскурсии частные. Ну, гид по недвижимости, вот что-то из этой оперы. То есть мы будем с вами разбирать не технические моменты, хотя и технические будем в том числе, но на просторах YouTube-канала очень много информации. Сейчас уже вот кто во что гораст, кто сериалы снимает, кто конкретно выдает информацию по тому или иному вопросу. В принципе, сегодня, потратив какое-то время, вы сможете подготовиться к покупке плюс-минус. То есть хотя бы понимать будете процесс и как он вообще происходит, да, какие документы нужно проверить, там, я не знаю, с кем работать, с кем нет. Ну, что странно для меня, привет, Людмила, привет, что для меня странно, что люди и этим не занимаются. Но, как говорится, пока живут на свете дураки, жить кому-то будет очень даже с руки. Опять же, не хочу никого обидеть, но, друзья мои, покупка за рубежом – это дело серьезно. Итак, 12 часов мы начинаем сегодня второй блок, гида по недвижимости. Если вы не смотрели первый, посмотрите, там я очень подробно объясняю, чем мы будем заниматься, какие вопросы будем рассматривать. Подождите, я куда-то спрятала чат. Так, чат, вот он. Да, сейчас вопросы тоже можно писать, я буду их видеть и вам буду отвечать. Итак, неправильный подход к покупке недвижимости может полностью убить вашу мечту. Вам нужно понять, задавать вопросы до того момента, как вы оставили деньги, а лучше еще до того, как вы вообще приехали. Задайте себе основной вопрос, нужна ли вам на самом деле недвижимость в Испании, это то, о чем сегодня будем говорить. Выгодно ли иметь собственность за границей, выгодно ли это, что я получу, осуществив свою мечту, могу ли я позволить себе осуществление своей мечты, возможно, нет, это единственный будет правильный для вас ответ. Итак, покупка недвижимости в Испании может быть очень плодотворным делом, как в финансовом плане, так и с точки зрения повышения вашего комфорта и качества жизни, если это действительно то, что вы хотите. Мне очень хочется еще раз повторить эту фразу, потому что вы сейчас меня слушаете, и вам кажется, что это то действительно, о чем вы думаете. Но на самом деле это исключительно то, что я вам сейчас транслирую. Объясню, как это работает. Итак, смотрите. Покупка недвижимости в Испании может быть весьма плодотворным делом, как в финансовом плане, так и с точки зрения повышения вашего комфорта и качества жизни. Насколько вы задумываетесь о том, купив недвижимость в Испании, насколько вы хотите себе поднять комфорт и качество жизни? Ваша ли это мысль или эта мысль вот сейчас от меня услышана, от соседей или от друзей по работе? То есть это тоже очень важно, откуда пришла вам идея приобретения собственности за рубежом. Это очень важно. В одном из модулей мы будем подробно разбирать по вопросам, какую недвижимость вы хотите купить. Но сегодня вы должны себе ответить, ваша ли это мысль, не навеяна ли она кем-то еще, не манипулирует ли вами, потому что очень сплошь и рядом.
То есть если вы себе правильно ответите на этот вопрос, возможно, при правильном подходе ваша сделка будет действительно такой, какой вы себе ее представляете. По мере приближения к стадии покупки не забывайте никогда, что исправить ошибку, допущенную в процессе именно покупки, да, исправление ошибок может быть намного более сложным и дорогим. Так что вот давайте так, с первого шага, с первой точки вы будете делать все правильно. Сегодня я написала массу вопросов. Будут ли на них ответы вот сегодня, я не знаю, я подожду недельку. Я сегодня вам накидаю множество вопросов, то есть я очень сильно стараюсь сделать наши модули практическими. Практическими они будут в том случае, если, как говорится, вы сами включитесь в процесс. Практическими, если вы в процесс включитесь. А включиться вы в процесс можете только в том случае, если я не буду вам давать готовые ответы, в принципе. Еще раз повторю, сейчас на просторах интернета вы его смотрите, потому что вы здесь. Очень много всевозможной информации, ее нужно кристаллизовать под вас, потому что если, например, информацию выкладывает риэлтор, вы понимаете, вы должны понимать, для чего он это делает, то есть какие цели преследует другой человек, для чего это делаю я, что мне нужно, почему я это для вас делаю. И вот здесь вам не нужно разбираться глубоко, зачем мы это делаем. Вам нужно понять, а зачем вам это нужно. Тогда к вам придет ваша информация. Именно только ваша, потому что сколько людей, столько и желаний, сколько недвижимости, столько и вариантов. И вы встретитесь со своим объектом только в том случае, если вы понимаете, что вы ищете. Поэтому приобретаем недвижимость, исходя из ваших объективных причин. Итак, проанализируйте, откуда пришла эта идея купить недвижимость. Вспомните сейчас, откуда, когда в первый раз вас эта мечта посетила. Людмил, помнишь, когда мы с тобой познакомились, года 2-3 назад, да, и мы с тобой разговаривали, то есть откуда, когда вот она только-только пришла, да, к тебе, я почему с Людмилой сейчас рассказала, потому что она со мной в чате разговаривает, это для тех, кто к нас в записи смотрит. То есть помнишь, как мы эту мечту разбирали, то есть по кирпичикам, то есть какая она была в тот момент и как она у тебя менялась в процессе обучения. То есть откуда, проанализируйте каждый из вас, откуда она вдруг у меня в голове взялась. Дальше. Какую функцию будет выполнять купленный вами объект? Это важно, потому что объять необъятное на 2 стула или на 3 одной попой тоже не сядешь. Итак, какую функцию будет выполнять купленный вами объект? Будет ли это дача, куда вы будете приезжать отдыхать? Будет это бизнес, с которого вы захотите получать, да, прибыль? Будут ли это вложения денег как сохранность? То есть понятно, что процент в банке, там, может быть, какие-то ненадежные инвестиции, которыми меня сейчас задалбливают по телефону 3 раза в неделю. То есть для чего вы покупаете? То есть что вы конкретно хотите, чего вы ждете? Чтобы не было вот этой вот как скажем, завышенных ожиданий. То есть потому что, друзья мои, любое завышенное ожидание, любой хвост, который за нами тянется и не выполняет той функции, которую мы на него возлагаем, он оттягивает нашу основную энергию. То есть вы начинаете портить свой ангельский характер. У вас эта недвижимость, да, которая могла приносить вам прибыль, она вдруг становится обузой, которая сосет с вас, как с той, скажем так, собачки, родившей 10 щенков, и вы от этого нервничаете. То есть, поверьте, любое действие в плане вот финансовом вложении может принести вам либо плюс, либо огромнейший минус. То есть не создавайте только потому, что первое, это была не ваша идея, кто-то там где-то подсказал, знаете, как у брата моей там знакомой, у знакомой брата моей сестры, у знакомый брат моей сестры, неважно, всегда все хорошо. То есть подумайте, откуда это пришло, кто вам об этом рассказал. Возможно, это был просто продавец или посредник, которому было это сделать выгодно. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. И дальше, если уж эта мечта пришла, не ждите от дачи, что она начнет, дача, я имею в виду дом у моря, что дача начнет вам вдруг зарабатывать, у нее другие функции, ну и так далее. То есть сейчас я не буду, я уже очень много по этому поводу говорила. И еще один вопрос. Насколько рационально ваше вложение?
Вот, возможно, опять же, раз мы про дачу заговорили, это дача. Может быть, просто вам снять в аренду. То есть, опять же, просчитайте ваши желания. Сейчас мы говорим только об этом. Вот тогда, если вы на эти вопросы ответите однозначно и четко, понимая, что происходит, тогда и развитие ситуации пойдет у вас по другому сценарию. Да, не потому, который в вас закладывают, потому что процесс продажи, мы его называем очень часто многоступенчатый процесс продажи, когда ты начинаешь с одного, потом дальше закручиваешь и так далее. Вот каждый продавец меня поймет. То есть когда эта мечта рождается в чужой голове, когда ты ее закладываешь, ты ее лелеешь, холишь, взращиваешь в чужой голове, потому что тут без рисков, да, и дальше куда это приводит, потому что в определенный момент тот человек, который вам советует, может быть, просто так, может быть, он просто заняться, или он сам где-то в телевизоре увидел что-то. Я хочу, чтобы вы поняли мою мысль. То есть ему все равно, что будет с вами. Он эту идею заронил в вас, а вы уже ее дальше развили и вырастили. А во что уж она вырастет, знаете, очень поговорка мне понравилась последняя, печатала ее в Инстаграме. Идущий, не зная куда, очень удивится, попав не туда. Если вы не знаете, куда вы идете, очень удивитесь, что попали не туда. Вот поэтому я вот этот вот абзац сделала таким прям глубоким, и это не шутки. Я понимаю, что сейчас может показаться там риторика. И вот я даже продумывала, когда, знаете, сегодняшний блог, я вот прям... И вот я прям чувствовала, какие могут быть ответы. То есть, когда эта идея не ваша, когда вы ее от кого-то услышали, когда у дяди Вани, помните, в каком-то видео недавнем я говорила, что человек вложил 500 000 в недвижимость Теревьехи, там была совершенно не его идея. У человека были просто деньги, и он просто их хотел, ну, как я понимаю, сохранить. Он просто не хотел их там потратить, не хотел вложиться в какие-то сомнительные мероприятия и вложился в самые вообще в самое сомнительное мероприятие, какое только мог. Ну, знаете, как чего боишься, в то и попадаешь. Поэтому, друзья мои, раз у нас гид, и всего у нас вторая встреча, у нас не пятая, и даже не 25-я, поэтому сегодня мы говорим вот об этих вещах. Итак, подойдите, пожалуйста, к покупке структурированно, организованно с вашей стороны, со всем пониманием процесса. А процесс без понимания того, нужно ли тебе это, такая корова нужна самому. Помните, старик на дороге, где-то там на базаре корову продавал. Никто за корову цены не давал. И всем коровенка была что-то хороша, но просто не нравилась людям она. И помните, как паренек пожалел старика, и как он эту коровку всю перевернул. Так вот, чтобы с вашей стороны этого не произошло. То есть подойдите к организации с пониманием процесса. Вы должны понимать различия, то есть сейчас к самому процессу, между покупкой вторичного жилья и покупки новостроек. Потому что при одном и втором варианте это разные риски. То есть мы сегодня будем говорить и сегодня, и в следующий раз все-таки о вторичке. О вторичке мы будем говорить долго, подольше. Ну, нет, не подольше, а долго какое-то определенное время, прежде чем перейдем на первичный рынок. Опять же, почему сегодня я об этом могу говорить? Потому что цены растут в Испании. И новое строительство, опять же, сдается и закладываются новые очереди. До какого момента это будет происходить, это не наша сейчас с вами история. Да, то есть не цель гида по недвижимости рассуждать об экономике страны, потому что экономика, она меняется, политика тоже, поэтому мы сейчас говорим о процессах. Итак, почему вторичка, почему не первичка? Вот если, допустим, если вы меня бы 5 лет назад слышали, я говорила однозначно, что я работаю с низким рынком, потому что тогда низкий рынок в Испании был. На сегодняшний момент ситуация так изменилась, что вот сегодня мы можем сравнивать вторичный и первичный рынок. Выгодность покупки, выгодность вложений, выгодность инвестиций на первичном и вторичном. Сегодня это конкурентоспособные два рынка. Поэтому подумайте, какая недвижимость вам все-таки нужна. Ну и не с тем, что мне нравится первичка, поэтому будем искать первичку. Или, ой, я, наверное, на первичку не потяну, будем смотреть вторичку. Нет, давайте так, сейчас будем рассматривать вторичный рынок, риски, да, и преимущества. Потом перейдем к первичной. Первичная – это то, что строится под план, да, то есть там, опять же, смотрите, разница миллионного объекта, видео вам не могу все сверстать,
обзор, да, надо было, ну ладно, в следующем, скорее всего, видео на этой неделе выйдет обзор миллионного объекта. Это вторичный рынок. Но как вторичный? Жилье совершенно новое, в нем никто никогда не жил, там даже лампочки не вкручены, ну совершенно новое. Просто его кто-то купил, оплатил все налоги, как на первичном рынке, то есть это 10% в Андалусии. На вторичный рынок мы оплачиваем 8%, да, на покупку, поэтому вот покупая из рук в руки, это не у застройщика, да, напрямую. То есть если кто-то уже купил, оплатил один раз налог, вы покупаете вторичный. В каких-то регионах Испании, в частности, вот Аликанте, ну, Каталуния, вся Валенсия, там нет разницы. В Андалусии есть, поэтому, опять же, да, где вы покупаете, это тоже структура, это тоже процесс, поэтому об этом стоит задуматься заранее. Итак, что мы покупаем, вторичный или первичный? Здесь, опять же, вот просчитываем риски. То есть сначала мы начинаем просчитывать риски, да, расходы, потом уже, ну, в принципе, понимая цель, когда мы просчитываем то, что мы вкладываем, да, то есть все минусы, по минусам проходимся, нам тогда понятны плюсы, не завышены ли ожидания. Если мы просчитываем только плюсы мы будем считать, как правило, знаете, как сначала человек считает минусы, потом покупает, начинает подтягивать плюсы. Мы с вами, как умные люди, должны это делать параллельно. Во время просчета вы можете сделать и так, сидя за столом, никуда не выезжая, не дай бог, да, не подвергаясь эмоциональному фону других людей, которые будут с вами работать, которым очень хочется, чтобы вы купили, потому что это заработок, это понятно, это приятно, поэтому нужно сделать все, чтобы человек, конечно, сделку совершил. Но сидя за столом у себя дома, когда на вас никто не влияет, вы можете это сделать в любом порядке, просчитать сначала плюсы, потом минусы. А опять же, просчитывайте, да, то есть с кем, с какими людьми вы будете общаться, то есть кто будет ваша команда. Я это обычно говорю на аренде, но и на покупке тоже. То есть кто это будет риэлтор, адвокат, нотариус, оценщик, покупать ли вы будете с ипотекой или без. Это тоже нужно просчитать заранее, потому что ипотечные деньги – это тоже интересная история, если при какой-то ситуации у вас не хватает своих личных средств. Чем лучше вот этот просчет вы проведете, тем проще вам будет в конечном итоге принять решение. Вот мы с вами, видите, сейчас уже этим занимаемся. Итак, наши с вами встречи, да, это не, я надеюсь, вы это поняли, я не буду вас уговаривать или говорить вам, что вам нужно сделать. Да? Я уже это и в первом гиде говорила, я не буду продавать вам свою мечту, скорее всего, наоборот. Но сейчас я провела над собой личную работу, я очень люблю отговорить людей от покупки дорогих вещей. Сейчас я провела над собой это упражнение. Я не буду вас отговаривать, но и не буду вам продавать эту мечту. То есть я буду вас немножечко тормозить. Да? Поэтому в большей степени мы так или иначе будем обсуждать риски и реальные сложности, которые вашу мечту преследуют. Итак, сосредоточьте внимание на проблемах, затратах, рисках и негативных моментах, которые заставят вас задуматься, является ли покупка недвижимости в Испании такой уж хорошей идеей в конце концов. И этот вопрос вы должны будете задавать себе на каждом этапе. На этапе подготовки, на этапе просмотра. И когда вы уже выберете объект недвижимости и начнете работу по переговорам с продавцом, всегда задавайте себе этот вопрос. Там ли я нахожусь? Правильно ли я делаю? Ничего ли меня не останавливает? Итак, вторичка. Вторичный рынок. Не будем проходить идеалисты. Это у нас либо на курсе, да, то есть опять, смотрите, гид по недвижимости – это вы сели в мою машину, и мы с вами поехали. То есть мы делаем обзор максимально глубоко, но есть вещи, да, если они у вас возникнут, какие-то вопросы более тонкие, да, еще более глубокие, то это на платный курс, потому что гид у нас совершенно с вами вот бесплатный, да, это открытый доступ. Если вы хотите в этот вопрос углубиться еще глубже и конкретно уже готовы, и ответите на все вопросы, которые мы в гиде будем обсуждать, вот тогда мне на стратегическую сессию, тогда вы мне позвоните, и мы лично с вами, с каждым обсудим то, что у вас сейчас в голове. Опять же, открыта подписка. Форма подписки, она под этим видео, как и мой телефон, да, чтобы подписаться ко мне на стратегическую сессию, пройти конкретно уже со мной, уже конкретно вот вы готовы, стратегическая сессия тоже бесплатная, час, почти 40 минут со мной, да,
Все это есть в описании и в комментариях, поэтому вы знаете, где меня найти. Меня ругают, что потом, где найти ваши телефоны, как вам подписаться. Есть рассылка, если вы пока не готовы, то есть вы подписались, что да, я хочу получать информацию по гиду, подписались и получаете письма иногда, редко очень, но все-таки. Подпишитесь на канал, и вы будете это видеть, напоминание о прямых эфирах, если вы вдруг забыли. Но если вы готовы, и вам уже вот сейчас вот прям надо, то тогда на стратегическую сессию мы выработаем с вами план работы с вашей конкретной мечтой. Итак, вторичный рынок. Нашли вы объект, сделали предложение по цене. Ждете согласования. Здесь нужно обратить внимание, дошло ли ваше предложение до продавца или вы торгуетесь с агентом. Понятно, при незнании языка, даже при знании языка, то есть при нашей общей вот такой вот правило, дважды два – 4, мы идем, естественно, к агенту, ничего в этом такого нет, к специалисту, он нам показывает объекты, мы, значит, выбираем. Делаем предложение по цене. И здесь прям внимательно, кому вы делаете предложение? Своему агенту, да, и на стадии агентства это клинится, либо у вас есть доступ к продавцу напрямую. Давайте так, мы выбрали объект, мы имеем право познакомиться с владельцем квартиры, точно так же, как и получить документы на то, чтобы эту квартиру проверить. То есть нет ли на ней долгов, ну и так далее, в каком она состоянии. И вообще, принадлежит ли она тому человеку, который представляется ее владельцем. Опять же, очень часто, ну, в Испании такая практика, агентство подписывают эксклюзивный договор на продажу данного объекта и являются официальным представителем продавца. Но так как человеческий фактор никто не отменял, вот здесь, опять же, вы руководите процессом. То есть если у вас за время показа за время работы с продавцом сложилась ситуация, что вы управляемый, а вами управляют, то задумайтесь, вообще правильная ли тактика. То есть ваши деньги, кто, как говорит, кто платит, тот и танцует, да, девушку танцует. Поэтому на практике 99,9 все происходит наоборот. То есть продавцы, люди очень профессиональные, то есть мы кого-то обучали, кого-то нет, но тем не менее практика она заставляет управлять своим покупателем, как говорят, нет контроля, нет сделки. Ну, друзья мои, жизнь, она не так устроена, как нам хотят ее показать. То есть та схема, те системы, да, система координат, в которых мы живем, если вы не маленький ребенок, да, и если вам чуть больше там 30 с небольшим, то есть вы уже должны понять, что в жизни все не так, как мы это видим или как нам пытаются показать. Это касается всего, всей техники и политики, да, и экономики, и вообще все, что вас окружает, оно окружает вас ровно так, насколько вы позволяете себе диктовать вам условия, да, потому что контроль – дело очень хорошее, и он есть везде. Но в каком-то случае мы можем себе это позволить, в каком-то нет. И вот в данном случае покупка недвижимости, тем более за рубежом, это не та система, в которой вами нужно управлять. Поэтому вернусь к нашим баранам. Вот не писала себе этот текст, но почему-то он у меня возник, наверное, так нужно. Дошло ли ваше предложение до владельца квартиры? Я вам, наверное, рассказывала, если вы хорошо, недолго смотрите меня, что сколько раз у меня были случаи, когда я не всегда, знаете как, я не бравирую, да, своей 22-летней жизни в Испании, поэтому когда мы показываем квартиры от агентств других, это очень часто, потому что я, в принципе, являюсь шопером. Я работаю не с недвижимостью, я с людьми работаю. Я личный шопер ваш, то есть я представляю ваши интересы, и, естественно, мы многие объекты смотрим через агентов. И они не всегда понимают, что говорю ли я на каком языке, потому что со своими клиентами я говорю на русском в большей степени, а с агентом так чуть-чуть. И они начинают с владельцем квартиры, прямо здесь же, когда озвучена цена, и ты задаешь ее вслух, и начинается спор между владельцем квартиры и агентом, то есть официальным представителем, насколько были подняты цены. Очень часто, особенно на недорогие квартиры, много лет я работала на вторичке, да, последние вот 6-7 лет, когда ты слышишь, что цена на квартиру очень сильно завышена.
И, конечно, вот здесь большой плюс, что у вас есть ваш представитель. Как я всегда говорю про своих адвокатов и своих нотариусов, что никогда не нужно подписывать документы у представителей продавца. То есть вы покупатель, вы руководите процессом, вы платите деньги, вы имеете право первого голоса всегда. И когда ваше предложение по цене не доходит до продавца, самого прямого, то есть вполне возможно, вы не получите выгодную сделку, то есть ту сделку, которую вы хотите. И подумайте, всегда ли выгодно агенту, чтобы ваше предложение конкретно дошло до продавца. Но до этого мы еще дойдем. Итак, с кем вы торгуетесь? Вы торгуетесь с агентом или вы торгуетесь непосредственно с прямым продавцом? То есть агент по недвижимости – это официальный представитель продавца. Даже если вам говорят, что он находится там в другой стране, он находится в другом городе или еще бог знает где, то есть постарайтесь сделать ваш контакт максимально близким, то есть тем человеком, который имеет возможность цены снижать. Я так долго говорила, не потому, что хотела там вас как-то, ну, то, что думаю, что, может быть, вы дети там или еще что-то. Просто не всегда, ну, есть определенная цена покупки, да, покупки, определенный процент от сделки. И, естественно, если вы предлагаете человеку, который работает на проценте, скинуть его процент, настолько ли вы хороши, настолько ли он захочет пойти к вам навстречу. Так, это первое. Второе. Когда нужно проверять документы? Сначала, то есть смотрите, мы начинаем работать по цене, нам понравился объект. Вот когда проверять документы? Когда мы уже о цене договорились или сначала проверить документы, а потом договариваться о цене? Вот пусть этот вопрос останется открытым, он не такой, скажем, сложный и не максимально важный, потому что многие процессы в покупке недвижимости можно совершать параллельно. Это подсказка. Ну, как вы считаете? Сначала мы проверяем документы, либо сначала мы достигаем соглашения по цене. И вот здесь же вытекающий отсюда вопрос, с кем вы подписываете депозитный договор. То есть вы резервируете свою сделку, вы договорились по цене. Для того, чтобы объект не ушел, вам нужно оставить депозит. Так вот, кому вы его оставляете? Потому что отсюда тоже идут многие проблемы. То есть потом по возврату, то если есть необходимость возврата депозита, либо проверив документы, вы поняли, что там что-то не так, да, в этой квартире, а вам обещали, что должно быть в этом контрактном депозите. Вот эти вещи к этим вещам вы должны быть абсолютно готовы. Опять, с кем вы подписываете договор, тот и не факт, что тот и несет юридическую ответственность, понимаете? То есть мы должны все риски просматривать заранее. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот очень хочется прям разжевать, не всегда, потому что чувствую, что не всегда у меня люди это понимают, но судя по обращениям потом. Смотрите, если вы вышли на хозяина квартиры юридическим языком, да? Если это официальный представитель, да, он такой же, как и владелец. Если это посредник, который продает, вот, допустим, смотрите, моя квартира, я эксклюзивный представитель своего клиента. Клиента здесь нет, да, он там находится где-то в Канаде, в России, неважно. У меня прямой объект, я его показываю, да, я за ним слежу, я его продаю. И ко мне обращаются множество агентств, чтобы его тоже показывать. То есть они этот объект показывают, то есть они там со своими клиентами торгуются. То есть, по сути, моя роль даже как представителя покупателя, то есть, понимаете, я тоже между ними еще стою, то есть между покупателями две прослойки. Вот. Что там происходит? То есть агенты, они не являются ни официальным представителем, никем, но депозит, скорее всего, возьмут они. Захотят ли они его вернуть, и как вы будете по суду вот этот вопрос решать, если вдруг потребуется возврат? Когда может потребоваться возврат депозита? Когда вам, например, не дали ипотеку в банке, да? То есть вопрос «я передумал», он очень свойственен нашему рынку, российскому, в частности, русскоговорящему, да, вот постсоветскому пространству, я уж не знаю, как это объединить все в одну.
То есть очень часто там я передумал, я нашел еще лучше, мы работаем с 25 агентствами, и нам вдруг в последнюю в ночь кто-то что-то позвонил, что-то наговорил, мы где-то вдруг переспали, перепили, не доели, не доспали, и мы вдруг передумали. Этот вопрос не рассматривается. Мы говорим сейчас об объективных причинах. Вы вдруг, ну, по какой-то причине, в частности, ипотека. Давайте так, это самая объективная история, когда нам отказали в ипотеке, а мы не можем запросить ипотеку раньше, чем мы выбрали объект, да, и его за собой закрепили. То есть потому что нужно оплачивать оценщика, который приедет и оценит, насколько банк нам даст ипотеку. Ну и там другой процесс запускается. Поэтому мы должны эту квартиру за собой закрепить. Так вот, кому вы этот депозит оставляете, это тоже очень важно. И еще один вопрос, является ли владелец собственности резидентом страны или не является, потому что работа с резидентами и не с резидентами, она совершенно разная. Для нерезидента легко покинуть Испанию без разрешения, да, без разрешения долгов, я имею в виду, без разрешения ситуации с долгами, которые связаны с собственностью. И некоторые из этих долгов могут стать новой проблемой для конкретно владельцев следующих. Опять же, вот на этом мы сейчас, наверное, остановимся, да, потому что дальше у меня идет конкретный блок по подготовке к предложению, но я его оставлю на следующий гид. Сейчас я его зафиксирую, поговорим дальше. Так, ну-ка, иди сюда. Да, и поговорим дальше про долги. Сейчас такая ситуация у нас сложилась. Свет, прости, я знаю, не то, что прости, я знаю, что ты меня смотришь, и я разберу твою идею. То есть это то, сейчас мы готовимся к переезду в Испанию, то есть и что происходит к переезду. Мы сейчас не покупаем квартиру, мы сейчас готовим документы и, ну, подготавливаемся к февральскому переезду. То есть такая у меня идет работа по иммиграции конкретно. И, естественно, нужна квартира. И вот человек покупает эту квартиру, но оформление у него происходит вот сейчас. Сколько по времени идет оформление квартиры? Оно идет примерно 2 месяца. То есть когда в регистре, то есть пройдет вся процедура оформления, регистрации. То есть после подписания у нотариуса это не, ну, как бы еще сделка до конца не завершена для владельца. Владелец вот только тогда, вот вы подписали у нотариуса документы, все долги на эту квартиру, которые могут всплыть много позже, после регистрации, какие-то дальние заемы. Может такое произойти, например, если владелец квартиры там был не резидентом когда-то, и он не заплатил там определенный налог, или прошлый владелец владел квартирой, вот тот, у кого вы покупали, короткое время, и вы сможете эту квартиру купить и подписать. Но, то есть тут неважно, этот вот самый ближайший продавец, или, может быть, еще до него был владелец, и там еще до него какие-то вещи не были совершены. Такое тоже может быть. Поэтому, когда квартира пройдет регистрацию, только после того, да, вы будете полностью иметь представление о том, что с ней в конечном итоге происходит. И смотрите, на вас даже так, даже в этом случае на вас, если вы покупали квартиру у нерезидента, вот этот 3% налог, который удерживается, да, если это не резидент, опять же, удерживается по какой причине? Потому что вы знаете, что он должен быть удержан. Если вы об этом не знаете и вам не удержали, вы не удержали при покупке с продавца эти 3%, то есть вы его заплатите сами из собственных средств. Но могу вам сказать, что никто вам гоняться за вами не будет, то есть вы получили эскритуру, вы получили ключи, вы уже сделали ремонт, вы туда заселили жильцов, вот как в нашем случае данном. То есть у вас все вроде как хорошо, но откуда-то потом, через какое-то время, сейчас все это чуть-чуть быстрее делается, раньше это могло десятилетиями длиться, вдруг вам приходит просто письмо из налоговой, наберите там в электронном виде вот такой-то адрес и посмотрите, у вас есть сообщение от налоговой. Вы взяли испанскую штучку, это письмо, прочитали что-то там, что-то не на русском написано, положили, забыли, и все, оно у вас там дальше лежит. Оно может лежать очень долго, то есть вообще непонятно до каких моментов. То есть на сегодняшний момент пока это так, в данной стране, я сейчас про Испанию говорю. Поэтому вернусь к нашей сегодняшней ситуации. То есть человек вот на днях подписывает квартиру, но у него уже есть жилец. Да, это вот
Это мы, это мы с моей клиенткой, да, скажем так. Вот, и человек приедет сюда в феврале, но хозяин квартиры, вот будущий хозяин, вот он буквально через неделю-две станет, подпишет у нотариуса, он уже ее немножко шантажирует на то, чтобы она уже снялась у него эту квартиру, иначе там целая очередь стоит на то, чтобы ее снять, эту квартиру. Так вот, когда вы ее арендуете, вот мы в данном случае, мы арендуем квартиру, на долгий срок, мы хотим официальный контракт, потому что нам потребуется прописка для того, чтобы в будущем, ну, мы могли получить и прописку, и резиденцию, и остались здесь жить, то есть у нас долгоидущие планы. И нам нужна квартира, которая полностью оформлена, но полностью она оформлена будет после того, как квартира пройдет регистрацию. Мы рассматривали со Светой такой момент, что отказаться от этой квартиры, и пусть этот будущий владелец, без 5 минут владелец недвижимости, пусть он ее сдаст. Сдаст неизвестно кому, да, то есть потому что, ну, как бы, еще регистрация не прошла. То есть как этот вопрос будет решаться, если вдруг что-то пойдет не так? Давайте так. То есть официально он еще не является владельцем этой квартиры полностью. Официально человек пока не знает, что, ну, то есть он ее еще не зарегистрировал. То есть стоит ли вообще, ну, как бы настаивать, а уже хочется, денег уже хочется сегодня. Ну, я, видите, тут не занимаю сейчас ничью позицию, потому что понимаю и того человека, ну, и нашу, но наша должна быть более защищена, потому что она наша. То есть мы вот думаем, стоит ли вот с ним пока связываться, раз он так начинает нас шантажировать с самого начала. Я к покупке недвижимости сейчас возвращаюсь на вторичном рынке. Друзья мои, пока не прошла полностью регистрация, пока вы не убедились в том, что ваша квартира зарегистрирована, ну, не расслабляйтесь, потому что бывают такие случаи, был у меня такой случай, когда через 5 лет клиент, владелец недвижимости, понимал, что его квартира 5 лет не прошла, была куплена, но не прошла регистрацию. И штраф накопился там 17 тысяч евро. 17 тысяч. За то, что адвокаты, он работал через адвокатов, то есть просто не провели регистрацию. Да, у нас все разрешилось хорошо. Кстати, я просто переводила этот вариант, этот случай. То есть, опять же, ко мне обращаются люди с проблемами, которые нужно уже решать, нужно включать все свое умение, знание, упорство, ну, как бы, да, навыки для того, чтобы этот вопрос разрешить правильно. И у нас были такие случаи, когда просто квартира не прошла регистрацию, и вы получили, как владельцы, как покупатели вторичного рынка, только потому, что доверились просто адвокатам. И я сейчас не скажу, что адвокаты все плохие, нет, конечно. Вот это частный случай. То есть мы остановимся на том, друзья мои, что люди все очень разные, людей очень много, недвижимость вся очень разная, ее очень много. На вторичном рынке ситуации тоже может быть очень разные, потому что она могла покупаться не один раз. И как только вы у нотариуса поставили свою подпись, вы взяли на себя все, что связано с этой квартирой. Если она абсолютно чистая, то вам крупно повезло. Если когда-то где-то что-то кто-то не провел, то это все ложится на вас. Поэтому это не так все сложно, скажем так, но и не так все просто. Говорить о том, что все решат адвокаты, не решат все, если вы не контролируете процесс, потому что, поймите, команду набираете вы, и вы должны разбираться в том, что вы делаете, а не доверять, ну, вот так вот закрытыми глазами все на волю случая или на волю тех людей, которые зарабатывают на вашей сделке. Не потому что, а просто так устроен рынок. Итак, давайте я повторю вопросы, пожалуйста. Основные вопросы, которые я хотела бы, чтобы вы написали мне в комментариях, можете в личку написать, опять же, перейдите по ссылке. Но лучше всего написать, конечно, в комментариях, тогда у нас будет с вами разговор. Откуда пришла идея? Ну, вряд ли кто-то это напишет. Давайте так, это личные вопросы, которые вы должны задать себе и ответить на них. То есть вы ли, ну вот упала откуда с вас с неба, какую функцию будет выполнять купленный вами объект, это из личных, да, и насколько рационально ваше вложение, то есть по вашему мнению. Дальше. Ответьте, пожалуйста, понимаете ли вы, да, полностью процесс между вторичкой и новым жильем, и куда вы склоняетесь в данном случае в большей степени? Понимаете ли вы эти риски?
кто будет работать в вашей команде, да, то есть риэлтор, адвокат, нотариус, оценщик, то есть кто эти люди. Дошло ли ваше предложение до продавца, да, как вы этот вопрос хотите решить. И вот такой открытый вопрос, вот он. Дошло ли ваше предложение до... Ой, нет, проверить, что нужно проверить? Сначала документы или же все-таки согласовать по цене сделку? Вот, ну а уже с кем вы подписываете депозитный договор и является ли владелец собственности резидентом или нет, вот эти вопросы поставьте себе, да, и, не знаю, сейчас или потом на них отвечайте, когда будете искать недвижимость. Ну, а на сегодня я закончу нашу встречу, чтобы не затягивать. Я не хочу, чтобы наши видео были слишком долгие. Я хочу, чтобы вы их досматривали до конца. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, то есть формат, устраивает ли вас формат, достаточно ли для вас вопросов, над которыми стоит подумать. А мы пойдем дальше. В следующий раз у нас на очереди подготовка к предложению, как подготовиться к предложению, как оценить свой бюджет, как работать с ипотекой. То есть это вот следующий блок. Опять же, я смотрю по времени, это, знаете, как в школе. Я смотрю по времени, вот готовлюсь чуть подбольше, а выкладываю столько, сколько нужно. Спасибо, что приходите на мой прямой эфир. Людмила, большое спасибо, что ты меня поддерживаешь. Опять же, знаю, что происходит, в какое время я даю свой эфир. Опять же, видео будет выложено в школе профессионального покупателя «Сам себе риэлтор». Если вы хотите иметь доступ, да, и иметь уже доступ к напечатанным вопросам, пожалуйста, подписывайтесь под этим видео. Есть в описании к видео есть ссылочка на подписной лист, чтобы вам информация приходила на почту. Вот, а там уже по работе будем смотреть, куда вас дальше вести. Все, с вами была Оксана Майкова. Если есть вопросы к следующему прямому эфиру, который пройдет во вторник в 12 часов, пишите. Опять же, ваши вопросы в онлайн-агентство могут совершенно не касаться нашего гида по недвижимости. Они могут быть какие-то ваши собственные, те, которые вы хотите обсудить. Я посмотрю, в какой форме их можно вам, ну, то есть подать. Если вы, опять повторюсь, да, готовы к покупке, и вам сейчас осталось почистить детали, пожалуйста, запишитесь ко мне на стратегическую сессию за 40 минут. Лично с вами мы сможем многое обсудить именно по вашему вопросу. А если вам нужна индивидуальная подготовка, и вы пока ничего не знаете, и у вас нет времени, да, пару лет, чтобы весь гид прослушать, а потом уже принять решение, конечно, есть курсы в школе профессионального покупателя, то есть я веду их сама. Но это только после стратегической сессии, бесплатной. Я должна понимать, где вы находитесь и чем лучше я могу вам помочь. То есть какая форма для дальнейшей работы есть. Будет с вами конкретно. То есть работаю лично с каждым отдельно по своей программе. По программе, которая необходима и максимально вам поможет. А с вами была Оксана Майкова. Пишите комментарии обязательно, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.